Доброе утро всем. Итак, Германия. Стою напротив выгрузки. Переночевал здесь. Очень хорошее место. Маленькая, промзона. Отнес документы, уже жду. Короче, с мусором у нас получилось так, что, о котором я рассказывал в прошлом видео, я вчера его выгрузил. Тоже под Гамбургом еле нашел там этот паркинг плейс. Там переночевал. Потом посмотрел, он полный был завал. Там понаехало коллег, конечно. То есть там можно встать. Но там надо искать место где-то после 8 лучше, потому что там ребята, которые работают, там места заняты у них в этих карманах. Тогда получается... Не зовет меня, еще нет. Крутиться надо. Я нашел тогда. Я рассказал в прошлый раз, что дальше там еще у меня. Вчера выгрузился, и потом три погрузки у меня было такие интересные. Одна такая на маленькой, не знаю, фабрика или так логистический склад. Тоже там в городе старом. Меня грузили, прямо на улице. Потому что там заехать. Я мог там, в принципе, заехать. Там кантоваться надо было. Они говорят, не заезжай, тут трудно, ездят машины эти легковые там. И в итоге меня на улице прямо. Там 2 палета забросили, быстро закрепил и уехал. Второе место была какая-то деревня. Там маленький винзавод. Заезд, конечно, там с поворота. Если не знаешь, то и невнимательно можно дерево снести справа, а слева канава. Сначала попытался заехать, смотрю, я, дерево, упрусь. В итоге, что я сделал? Я вывернул обратно, проехал вперед, задом сдал. Пошел, сходил к ним, там 400 метров. Они говорят, да, сюда приезжай, но осторожней, чтобы в канаву не улететь. Я так и понял. Заехал потом туда, уже так аккуратненько, в миллиметре там. Он говорит, там дальше проедешь, там тоже раскантуешься, и нормально, короче. Проехал вперед, там раскантовался среди канав тоже. Интересно, конечно, если была бы скользкая погода, фиговасто там было бы, так скажем, все это делать. Я вот смотрю, сейчас мне должны махнуть, чтобы я подошел за документами. Загрузили там, 16 палет, подарили бутылочку вина своего местного. И третье место у меня было завод консервантов. Там капусту делают, консервируют. Духан там, конечно, офигеть. Там немец такой интересный. С ним пообщались, посмеялись. Я, знаю только 2 слова немецких выражения. Хандехо, Гитлер капут. Он там смеялся. Потом угостил меня кофе, кружку подарил. Говорит, приезжай еще, ты веселый. Он сам чех по национальности, по матери. Отец у него немец. И по-чешски не разговаривает, потому что там был коллега чех. Он ему что-то объяснял, куда уехать. Куда встать на рампу, на погрузку. А тот куда-то уехал, вообще непонятно. Он потом объяснял мне, как я. Я говорю, как будет задом? Да, я говорю, слушай, можно левой стороной? Я говорю, ты умеешь управлять этой? Я говорю, конечно, умею. Я говорю, у меня лицензии нету, но умею. Он говорит, окей. Тогда стань там, развернись, стань вот так, я тебя загружу. В порядке. А потом говорит, а куда этот уехал, чех? Я говорю, я не знаю. Он куда-то уехал, вообще его не видно, минут 10 было. Я говорю, он же чех. Что, он тебя не понял? Он говорит, а я по-чешски не разговариваю, только по-немецки. Я ему тогда сказал, я по-немецки только 2 слова знаю. Конечно, я знаю больше слов, но я принципиально не говорю по-немецки. 2 языка, на которых я не говорю принципиально. Один из них немецкий, второй, не буду говорить. Неважно. Запах там, конечно. И там стоит частный дом прямо почти на территории. Я говорю, здесь люди живут. Он говорит, да, и как они живут? Тут такой запах. Он смеется, что поделать. Вот такая вот ситуация была. И в итоге я поехал. Опять попал в пробку. Там я сам косякнул, пока разговаривал с женой по телефону, сошел с трассы и пошел через Гамбург.
Ну ничего, еще раз экскурсию по Гамбургу сделал. И в итоге потом начал искать тут уже... Не хотелось остановиться где-то на паркинге. Я посмотрел, погуглил, что здесь есть маленькая промка, и мчался сюда. Но в итоге переработал вождение 9 минут. Ну, знаю, что это не страшно. Времени у меня было предостаточно рабочее. Там вообще 9 часов, по-моему, отработал. Не, вру, какие 9? Я отработал 14 часов 48 минут. Ну вот приехал сюда, там проезжал, там машина стояла, здесь стоял литовец. Ну я вот завод с правой стороны. Стал здесь, переночевал, узнал, что здесь биотуалет есть, только душа нету. Ну, утром встал, помылся, побрился, позавтракал. Кстати, надо положить кружку. Сейчас поеду уже. Ой, моя кружка с кашей. Я кашу делаю. У меня завтрак, чашка кофе. И каша, и чашка кофе. И потом уже я делаю бутерброды горячие, либо у меня багеты покупаю. Кстати, удобная штука, такие вот багеты. Они недорого. В Голландии, по-моему, даже евро 60 стоит 2 багеты в одной упаковке. Это по 80 копеек. В Гермашке я покупаю их. Хочешь грей, хочешь не грей. Вот. Ну, сейчас отнес документы. Все нормально, 3 ЦМРки. Сейчас пойду к нему, все зовет. Ну что, все, рампа 4. Документики дал, подписал. Все очень-очень хорошо. Надо что-то ему дать, он даст подпись, он подпишет. Вау. Вау, 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 вау. 17, 16, и 2 pellets. Все, поедем на 4-ю рампочку. Давно я к рампам не подъезжал. Но мне все равно надо подъехать, сначала раскрепиться, потом дальше подъехать. Я ему сказал. Он говорит, нет проблем. И выгружают они сами. Сейчас давление надо поднять. Нормальненькое было давление. Подождем. И поедем. Что дальше нам сегодняшний день несет, узнаем позже. Пока nothing. Ну, я выеду, думаю, заполню там документы, в компьютер внесу данные по этой... по туру в отчет. Это долго. 7,2. Долго. Если долго. Если долго по дорожке. Бегать, прыгать и бежать. О, все, поехали. Напоминаем. Рампа 4. Надо еще определиться, какая из них 4.
Открыть дверцы. Слишком близко. Пойдем откроем дверь. Три минуты. Все, пошли. Ну что, чикун висун тра-ла-ла. Тра-ла-ла, тра-ла-ла. Выгрузили, сейчас напишем. Блин, все вот как описано в Гугле. Супер быстро, блин, весело. Чудак там из Казахстана работает. Все нормалек. Написал, что на погрузке Игорь ответил, что отлично сообщил этим дядькам. Ждем. Ну что, ждем. Поеду туда, встану возле забора. Будем ждать. Если не придет, буду оформлять там кое-что. Все-таки у немцев у них считается палеты. Ну, это не важно. Там не 17-18, там не 2, не 3. Это что? Мне вообще в одном месте не написали. Ни количество палет, ни... Ни вес. Блин, мне понравилось. Весело, нормально, непринужденно. Сейчас здесь стану, буду ждать. Второй завтрак себе сделаю, так что все здорово, ребята. Как говорится, с добрым утром. Отлично. Ти-ди-ди-дин. Ребята, не поверите, я уже 7 часов стою. Ровно 7. Вообще без движения. Андрюха уже там загрузился под Бременом, уже в Данию сгонял, уже обратно в Германию зашел. А я тут еще стою, отдыхаю. Ну, знал бы, так бы страну бы закрыл сразу бы. Так подожду еще, 9 часов пройдет, так. Закрою страну тогда. Должны тогда хотя бы на завтра какую-то работу дать. Ну, как говорится, солдат спецслужба идет, но хочется как бы сделать горячий обед себе, начнешь тут варить, блин, дадут задание. Поэтому подожду еще пару часиков, кофейку только себе сделаю. Магазин далековато, где-то там 3 километра. Пешком через поля, может быть, быстрее будет. Зайцы бегают. Офигеть. А так, ну что, нормально, там сзади, если что, сколько там метров. А, не так много метров. Туалет есть, правда, на территории, наверное. А, ну там круглосуточно работает. Так что вода есть, продукты есть. Спи, радуйся. Тири-ри-ринш. Вот такие вот новости на данный момент у меня. Короче, отдыхаем. Отдыхаем. Чего и вам всем желаем. Потом расскажу, получу я что-то, не получу. Так что пока не отключаемся, друзья мои. Ждем. Ой, ребятки, все тот же видон, да? Что хочу сказать.
я стою на данный момент, друзья мои. Сейчас скажу. Скоро надо будет молоточки ставить, чтобы 45-ки не получилось, чтобы не писала мне фигню всякую в карточку. Я уже стою больше суток без движения. У меня такого никогда не было. Одно дело там какие-то праздники, знаете, все дела, или там поломка какая-то, а тут просто какая-то. Андрюха там летает где-то, Айвар уже дома. А я все стою и стою. Ну, Айвар, он там, который ездит Рига до Италии и обратно. 27 часов я стою. Вот так. Офигеть. Ну, видосы сделал. Продукты подъедаю. Ну, хорошо, здесь есть биотуалет. Если что, вода есть. Ну, в принципе, как бы грех жаловаться, но хочется ехать. Вот реально хочется ехать, чем-то заниматься. Ну, как говорится, солдат спецслужба идет. То получится, что видео ни о чем. Может быть, я сюда добавлю день, тот момент, когда я уже поеду, потому что как-то... Ну, вот что вы делаете, когда у вас такие отстои? Ну, магазин далеко. Погода так себе, вроде солнце, но ветер сейчас поднялся. Ночью сегодня уже так колбасило. И за мной, кстати, стоит еще 3 машины. Тоже. Ночью стояла одна, так она там и стоит. И еще 2 пристроились. Что-то тут в Германии происходит, непонятно. Непонятно. Но Андрюха летает. Андрюха вчера и уже сгонял в Данию. Вернулся. Сейчас выгрузился. Едет на погрузку. Кто знает, какой-то я район такой попал. Вот. Такие вот дела. Что еще? Ладно, на всякий случай попрощаюсь. Хотя нет. Всем привет. Доброе утро, вернее, добрый день. Получил задание, ребята. Отстоял я. Не поверите. 28 часов. 28 часов я отстоял. Ожидание задания. Наконец-то получил 2 погрузки. Завтра в 8 утра. А сейчас только час дня. Тут недалеко проехать. 95 километров. Там вроде паркинг есть. Буду грузить бытовую технику. Да, я никогда так не стоял долго, просто в ожидании задания, вот реально. Бывали там праздники, знаете, там не выгружают, или там не загружают, но чтобы так долго стоять, это, конечно, пипец. Через 200 метров поверните направо. Ну ничего, все бывает первый раз, правильно, как говорится. Кто-то скажет, лучше плохо стоять, чем хорошо ехать. Да, в принципе, мне как-то по барабану. Главное, чтобы ночью не ехать. Знаете, ночью, блин... Поверните направо. Ну его нафиг. Не люблю я по ночам. А кто любит вообще по ночам ездить? По-моему, никто не любит по ночам ездить. В том числе и я, как слышно. Ваш покорный слуга. Ладно, так что едем. Через 300 метров на кольцевой развязке используйте первый выезд. Ну, я думаю, что рано приедем. Там, говорит, какой-то паркинг есть, там встанем. Андрей говорит, там и туалет есть, и умывальник. Это хорошо. Магазин, говорит, на 2-й погрузке, там рядом. 10 Используйте километров. первый выезд. Можно сказать, что в одном месте. Одна и та же фирма. И повезу это все в Данию. В датский филиал, так скажем. Выгрузка у меня в понедельник только. А сегодня, ребята, четверг. Завтра в пятницу загружусь, дойду по максимуму до... А может получится дойти до Путгардена. Перейду там речку и встану, у меня 24-ка. В принципе, должна быть. Вот я тут, когда гнал вечером, это
Я так на такой скорости гнал. Это, говорю, позавчера я на 9 минут больше переработал в плане вождения. Ну, это ничего страшного. Распечатку сделал, паркингов не было. Там были паркинги темные. Один такой, что я колесами в грязь заезжал, но береженого Бог бережет. Там потерял пару минут. Потом еще в одном месте, там польский стоял грузовичок. Но я решил там не становиться, как-то совсем темно и непонятно было. Какая-то машина подъехала, там что-то смотрела легковая. Постоял там минут 10. Посмотрел по карте, что я погуглил, что здесь есть как бы маленькая промка. И погнал, так и оказалось. Ну, позапрошлом видео я рассказывал. Вот. Ну что, в такую погоду приятно ехать. Светло. Ну да, как это. Ну, по-моему, я тут гнал. Хотя могу ошибаться. Может быть, не тут. Но тоже вот по таким улочкам. В темноте. И в понедельник выгрузка там, по-моему, там 150 километров, Андрюха говорит, в Дании до выгрузки от парома. Так что все хорошо. Надо будет в магазин надыбать. Хлеб заканчивается. И питье заканчивается как бы. Ну, питье какое? Не вода, вода-то есть. Там, которую я пью в процессе вождения. Лимонадик какой-нибудь. Где-нибудь заскочим. Заскочим. Посмотрим. Может быть, сейчас по дороге где-нибудь вижу магазин, если буду через маленькие городки идти, главное, чтобы было бы где встать. Ну все. Погнали. А вообще 652 километра до выгрузки. Считайте 105 где-то до первой и второй выгрузки. Уже меньше. 100. 550. 550 можно смело пройти. Ну хотя посмотрим, что суваться в Ротбе может так оказаться в пятницу, что там забьются места на паркинге. Там немножко укоротили их, там забор поставили, и немного получается, что некоторые места закрыты. Штук, наверное, 5, наверное. А так настроение, друзья мои, отличное. Но выбивает из колеи эти отдыхи. Знаете, чувствуешь себя, как будто ты... Проверь скорость. Как будто ты ненужный человек. Ну, такой у меня характер. Хочется быть в тонусе, работать. Нормально работать 24, 45, 24, 45, 24, 45. Это по поводу отдыха. Ладно, поехали. Поехали. Понемножку подбираюсь, я уже жду по двоечке. Билефельд впереди. Сейчас у меня 3 варианта есть, где надо читать. Первый — это вот через 16 километров есть паркинг с заправкой. Вот. Да. Или это, наверное, быстрее Автохов. Следующий 22 километра просто паркинг. И следующий уже просто возле погрузки.
как бы. Я как-то рано приезжаю, там Андрей говорит, что там место не этой компании, другой компании, ну типа там все стоят. Ну да, все стоят, день, фиг его знает. Это типа запасной, знаете, как первый раз туда еду, тогда можно не суваться. Ну посмотрю, что у нас, короче, вот это, заскочу сейчас, который через 15 километров уже. Погляжу, что там такое вообще. Вот, потом, если что, та, которая потом еще через 7 километров. Там уже решу. Ехать туда дальше, не ехать туда дальше. Будем принимать решение непосредственно. Вот через 8 километров тоже простой паркинг. Хотя на этих простых, по-моему, туалет присутствует. В магазине мне особо на заправке и брать нечего. Ну, посмотрим, как настроение, да, как говорится, карта ляжет. Чикс-чикс-чикс-чикс-чикс-чикс-чикс. Ремонты опять идут немецкие. Где-то впереди идет ремонт. Ну и что, пускай себе идет. Блин, братишку вспоминаю, вот так стоял бы, он бы тут, блин, психовал, когда он работал от колеса. Но он так привык работать, говорит, по-другому нет. Ну, последний год он уже работает тахограф. Не от колеса, вернее, так скажем, а от ежедневной зарплаты. А тогда, я представляю, как сутки, больше суток отстоять. Это, конечно, труба. Где-то еще работают так. Но я изначально не согласен работать за километры. Я когда-то на бусике поработал за километры. Да, это точно, реально. Ну, на бусике-то в любом месте притулился, блин, поспал. Там никакое РТО не соблюдал. Так, писал, там была бумажка, там типа писал, на всякий случай. Во сколько стартанул, во сколько отдохнул. Я тогда вообще не был знаком с РТО, вообще. Меня просто попросили пару раз проехать. Проехал. Второй раз, блин, когда поехал, машина сломалась. Гермашки. Да, было такое. Ну, там в отеле ночевал, потом целый день провел. В сервисе приехал литовец. Перегрузили груз ему. И на его машине поехали. В эту самую Вильнюс. Да, блин, реально, как помню, сижу с ним, еду, блин, что-то бурчит, блин. Вроде неплохой парень, но бурчит, блин. Я говорю, будешь бурчать, сам за руль сядешь. Я нарушать не собираюсь, правила. А там, ну как, в гостинице переночевал, потом подождал, договорился с немцами, там нормально. Тяжело было, конечно, сидеть в машине в холодной. Ходил к ним греться.
двигатель не запускается. Все дела. Да, блин. Хотя не сдал бы на права на этим, работал бы на бусе где-нибудь по Германии. Но, к счастью, сдал, решил создать и начать работать дальнобой, конечно. Совершенно разные машины, совершенно разные условия. И оплата, конечно, другая. Ну что там? 2,6 до простого паркинга. Ну, я думаю, сейчас мы увидим, будет написано. Есть там VC? Нет, мы туда не будем заезжать. Мы будем на последний идти. Если не удастся на тот, который с заправкой. С заправкой удобно то, что там туалет, возможно, душ. Кофе можно нормальный купить. Блин, если там нормальный туалет, то можно там и розетку электрическую натыкать, да? Так что вот так. 1000 метров показывает, просто паркинг. А, ну есть, да, там туалет на этом паркинге, я вижу. Для инвалидов тоже есть. Значит, благоустроенный такой достаточно паркинг, но он слишком далековат, получается. 38 километров отсюда до погрузки. Пару булочек можно прикупить, если что, там на заправке. Такой слева большой паркинг, справа тоже достаточно немаленький. Хотя, наверное, только для машин, которые в полоску стоят вдоль дороги. Вот слева, да, там побольше. А нет, тут тоже елочка, смотрю, есть. Елочка есть, туалет есть, места есть. Опа-на, и полицейский сразу есть. Полицейские нам не нужны. Я когда возвращался домой, это было в июле месяце, мне пришло письмо счастья потом из Германии. Где-то я там нарушил на 40 евро или 30 евро. Ай, махнул рукой я на это дело. В базе нету и хорошо. ЦСДД в нашей базе. Просто если остановят, наверное, определят, что у меня есть штраф. Хотя... Не, наверное, определят, когда заплачу. А так, знакомый, говорит, не платят. Не видел я этого письма. Письмо пришло в электронном виде, а в этой самой по почте домой. Я его не получал. Кстати, может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией, что приходил штраф там из Германии там, или из Голландии на почту простую. И еще вторая, кстати, причина есть. У меня, знакомый, запарился оплачивать этот штраф. Оплачивал, плюнул, и, сказал, ну вас нафиг. Поймаете, остановите, выпишите мне штраф, я оплачу на месте карточкой. Потому что там по штрих-коду что-то там не совпадает, что-то там писать надо. А некоторые, да, некоторые не платят, через 2 года он вообще гасится. Письма. На легковой машине я был, не на грузовой, на своей. Если бы на грузовой, то, конечно, в конторе пришел бы штраф и с меня бы высчитали. В Ахале, когда был, радар сработал. Ну, блин. На кого он сработал? Потому что в этот момент меня обгоняла легковая машина.
А скорость там была 60, было в Швеции, по-моему. А у меня где-то было 63, я так взглянул и посмотрел сразу назад, машины идут за мной, то есть с моей скоростью идут. Не пришел, по-видимому, этому пришел, кто меня обгонял в тот момент. Тот явно шел быстрее, много быстрее, если он меня обгонял. Значит, ему не повезло. Вот 450 метров. Ну да, вот это. Заедем, глянем, что там происходит. Просто глянем. Паркинг, покушать. Все дела. Держитесь левой стороны. Какой он большой. Продолжайте ехать по дороге 17 километров. Не, магазина нет, это какой-то непонятно что. Бар какой-то, ресторан. Ай, поедем дальше. Хотя место большое, хорошее. Ну, блин, до туалета идти, блин, 2 года. Поедем на тот паркинг, который... Ну, широкий паркинг, хороший, я вам скажу. Какой-то знакомый. Нам отсюда 30. Поедем поближе на тот паркинг. Хотя, может быть, и можно было здесь остановиться, кофейку нормально выпить. Ладно, погнали. Спасибо коллегам. Так, у нас что? 5,2 километра. Следующий паркинг, туда мы заедем. Если нам там не понравится, тогда уже поедем на конечную. На конечную станцию. Кресты какие на машине, блин. Шеки. Польские ребята любят кресты возить, всякие такие. Ляки вообще очень набожная нация, я посмотрел. Я что сказал? 2,5, 4, 4,2 показываю. 4 километрика, ребята. Посмотрим. Я думаю, туда и залезем. Был бы там магазин, вот на первом и там сам, да, хорошо было. Ну, хотя, может, и не ездит рядом. Ну, на второй будет магазин. Загружусь и схожу в магазин. Да, наверное, так и сделаем. Да, что там переживать, правильно? Проверь скорость. Как говорит мой знакомый Аркаша, моряк. Что там, говорит, сиськи мять? Ну, скорость проверить, у меня 83. Что мне проверять? Макдак, Макдак. Так что сейчас видео сохранил, которое, думал, не получу работу сегодня. Надо будет перезаписать, добавить сегодняшний видос. Там, в принципе, ни о чем. О том, что приехал, выгрузился и стою жду. Да, у меня вообще видосы ни о чем. Просто еду, разговариваю. Кто-то радио слушает, кто-то, не знаю, музон слушает, кто-то музыку, кто-то там по телефону болтает. А я сам с собой разговариваю. Кстати, сейчас будет приехать жене позвонить, Наташе. Как она там без меня?
останется 3 недели от работы и еще, считайте, экватор, 3 недели еще и вперед. И поедем в Беларусь. Молодость моя, Белоруссия. Ну вот 800 метров. Да, гальюн есть, так что вообще переживать не стоит. Что было бы напротив, слева какая здоровая паркинг. Нифига, блин. Там, наверное, даже и... А нет, тут, наверное, туннеля нет, как бывает в Голландии. Раз, подземный туннельчик. Проходим. И Макдональдс. Андрюха любит в Макдональдсе стоять. Там туалет бесплатный, теплый. Я говорю, тогда там и покушать можно же. Там большой, да. Это, наверное, заправка. За флагов не видно. За лесом. А, такой же, как тот, который мы проехали, только без заправки. Паркинг для грузовых, паркинг для легковых. Какой тут паркинг, а вон елочка есть. Как-то вдоль дороги стоять не особо хочется. 400 метров езжайте на автостраду. Подъедем поближе к гальюну. Там есть места, конечно. Сейчас мне кажется, там места нету. Вот это стоит что? Он ждет места ждет. Сейчас окажется точно, что нету мест. Ну тогда поедем дальше. Это не заезд, это заезд. У меня одно место есть. Или нет? Нет. Здесь место есть. Вот тут мы заедем. Заезжаем. Ну вот здесь мы встанем, я думаю. Этому мешать не будем. Сейчас посмотрим, как он немножко кривовато, по-моему, встанем. Покрасивше. Чтобы он потом выехал. Так будет лучше. Ну вот как бы приехали, друзья мои. Все, закроем смену. Нет страны, Дания, 15-13. Окей. Все. Дальше уже не поедем. Туалет есть. Все есть. Еда есть. Будем наслаждаться отдыхом. На этом все. Как обычно, берегите себя, своих родных и близких. Все будет чики-пуки. А я проехал... Сколько километров проехал? Сейчас скажу. Блин, этот меню так долго включает. 71 километр.
и час 15. Все, пока. Удачи.